Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам, здравия вам и вашим родным, а также здравия вашим всем растениям, которые растут и на грядках, и в саду. И вот это видео мы начинаем неспроста, именно о здоровье и о здоровье томатов. И тему подсказала наша подписчица Татьяна. Вот несколько строк из ее сообщения. Уже несколько лет выращиваю помидоры. Я новичок в огородничестве. И вот слушала всех и достала вот от друзей, знакомые всем старые названия семян. Вот Волгоградский, Микада. И вот уже третий год, в середине июля, приходит беда на мои помидорные грядки. Мне объяснили, что это кладоспориоз. Пересмотрела все ваши видео из плейлиста «Томаты» и поняла свою ошибку. Я выращиваю старые сорта, которые не имеют устойчивости к этой злой болезни. Я, кстати, впервые слышу такое название у кладоспориоза «злая болезнь». И вот пришло время, заранее хочу купить семена, пришло время покупать семена томатов, которые должны иметь устойчивость к этому заболеванию, потому что понимаю, что дальше я не буду иметь урожая, если буду продолжать выращивать старые сорта. Но среди тех семян, которые предлагают магазины, нет информации об устойчивости к этому злому заболеванию. Возможно, кладоспориоз называется как-то по-другому, и как найти такую информацию? Вот это строчки из сообщения Татьяны. Уважаемая Татьяна и другие наши подписчики и зрители, которые столкнулись с этой коварной болезнью впервые в этом году, кто-то уже несколько лет. Мы, не помню уже сколько лет, но мы тоже лет 10 назад тоже имели такую проблему, как вы говорите, злая болезнь. И сейчас постараемся ответить на ваши вопросы, как это заболевание называется по-другому и каким образом искать вот устойчивые сорта и что для этого еще надо, чтобы вырастить действительно здоровый урожай. Итак, что такое вообще-то кладоспориоз томата? Это болезнь растения, которая вызывается несовершенным грибом. Я по латинице прочитаю, но, возможно, где-то неправильно, так что уж простите. Кладоспориум фулвуд коки. Или вот я вам письменно написала, чтобы не извращаться в названиях этих, и чтобы язык не ломать. Вот, пожалуйста, возбудитель называется вот такими разными словами, сочетаниями слов. Посмотрите. Сначала, вот как мы наблюдали, на нижних листьях, мы тогда особо и не обращали внимания на обрезку нижних листьев. И вот на нижних листьях томатов появлялись такие желто-зеленые пятна, они сливались, желтели, бурели, и все. Потом пораженные листья засыхали и отмирали. Кусты получались такие без листьев, засохшими листьями, а вкус этих плодов, помидоров, вообще-то никакой. Ну, это мягко выражаясь. Вот просто у меня тогда не было ни фотоаппарата, ни камеры, чтобы это заснять. Это было давно, но это было у нас. Поэтому, пока мы выращивали старые сорта, всегда во второй половине лета встречались с этой, как пишет Татьяна, злой болезнью. Тем более, что обрабатывать в это время уже химическими фунгицидами, срок ожидания которых месяц и более, и уже потом есть после обработок вот эти больные отравленные плоды помидоров, ведь это не только затраты финансовые, но и вред здоровью. Поэтому просто многие берут, вытягивают все эти помидорные растения вместе с помидорами и выбрасывают. И говорят, что больше не будут выращивать помидоры. Я сталкивалась тоже с такой историей. Кстати, это заболевание практически не лечится. Только профилактически можно каким-то образом задержать или не пустить это заболевание. Но и еще обязательно условия нужно соблюдать. Но вот мы все равно, даже при соблюдении этих условий, как пишут нам наши зрители, все равно кладоспориоз уничтожает растения томатов.
Поэтому мы вот стали сами тоже искать сорта и гибриды, устойчивые к этому заболеванию. И нашли. Мы их сейчас выращиваем. Об этом у нас будет отдельное видео. И, естественно, мы рассказываем в наших видео, есть у нас такой действительно плейлист «Томаты», посвященный томатам, выращиванию этого прекрасного растения. Там вот есть много интересных видео, можно посмотреть и увидеть, что мы выбираем, каким образом мы определяем, что важно для определения выбора сорта или гибрида. Ну а сейчас ответ по существу вопроса. Как еще называется кладоспориоз? Что нужно искать на вот этих пакетиках с семенами? Как можно, как обзывают еще те, кто печатает различную информацию о том, насколько устойчив томат против заболевания, в данном случае кладоспориоза. Итак, называют еще кладоспориоз бурая пятнистость, бурая плесень, оливковая пятнистость. І українською мовою ця хвороба звучить так: бура плямистість. Тому що у нас багато є наших підписчиків, які з України і пишуть свої питання українською мовою, і є такі питання на українській мові. Так що шукайте на пакетиках оце слово бура плямистість. І ще пишуть бура оливкова плямистість. Вот это и есть кладоспориоз. Вот это такое вот заболевание. Далее. Возбудитель этого заболевания. Тоже название очень сложное. Я его предлагаю вам посмотреть еще раз. И это... Кстати, это же заболевание еще обозначают вот такими буквенными и цифровыми знаками. Многие современные сорта и гибриды томатов обладают вертикальной устойчивостью к кладоспориозу за счет того, что содержат несколько генов устойчивости. Вот, к примеру, я просто привожу пример, как я определяю. Например, я вот встречаюсь в иностранных каталогах, смотрю вот эти какие-то новые сорта или гибриды и нахожу там, где есть написано обозначение, вот снова же CF5, я вот этот томат уже беру на вооружение, интересуюсь им, далее всю другую характеристику. Вот это тоже очень важное обозначение. Это значит, что такой помидор имеет 5 генов устойчивости к заболеванию, к этому злому заболеванию. Ученые и исследователи этого заболевания отмечают, что генетическая устойчивость томатов к кладоспориозу это ни в коем случае не иммунитет, потому что многие думают, вот мы купили и теперь будем выращивать вот этот сорт много лет и даже собирать семена, если это сорт, и все будет нормально. Но при определенных условиях выращивания вот этот сорт или гибрид может утратить генетическую устойчивость против других рас патогена, а их много. Возбудитель кладоспориоза быстро эволюционирует и приспосабливается к новым условиям. Поэтому нужно, кроме сорта или гибрида томатов, устойчивого к кладоспориозу особое внимание уделять соблюдению оптимальных условий выращивания и дезинфекции теплицы. И только в комплексе можно решить эту задачу. Вот мы, а это Раиса Гориченко, Александр Волик, автор канала, ответили на ваш вопрос, Татьяна, как еще может называться кладоспориоз, то есть устойчивость томата к этому заболеванию. Мы определили эти названия, мы определили возбудитель и подсказали, какие еще могут быть вместо слов, могут быть обозначения устойчивости сорта или гибрида к этому коварному, как вы говорите, злому заболеванию. Мы прощаемся на этом. Тема раскрыта, на вопрос мы ответили. Всего самого доброго вам. Здоровья еще раз вашим растениям. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Пишите вопросы, будем разбирать. Пока-пока.